привет! Вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами обсудим сияющую тональную основу Giordani Gold. Посмотрим сводчи всех 7 оттенков на руке. И также я нанесу ее на лицо и поделюсь своими впечатлениями. Если вам это интересно, поехали! В Oriflame появилась еще одна тональная основа Giordani с пипеткой. Обещают, что это будет роскошный продукт с сияющим финишем и встроенным уходом на основе неоцинамида и гиалуроновой кислоты. Обещают, что тональная основа будет мгновенно выравнивать тон, ложиться как вторая кожа, будет придавать коже свечение, восстанавливать ее и возвращать естественное здоровое сияние даже без макияжа. Работать на красоту кожи будет состав, в котором 90% ухаживающих ингредиентов. Увлажнение обещает нам на 8 часов. Я уже носила эту тональную основу, и да, действительно, кожа очень комфортно. Это увлажнение ощущается. Два прям таких ключевых ингредиента заявлены. Неоцинамид будет здесь возвращать коже сияние, выравнивать тон, уменьшать пигментацию, сужать поры и улучшать текстуру кожи как мгновенно при нанесении, так и надолго. И всеми нами любимая гиалуроновая кислота. Для меня она комфортна во всех абсолютно продуктах. Я очень ее люблю. И здесь, конечно же, я ее сразу почувствовала при нанесении. Супер просто увлажняющий ингредиент, который наполняет клетки влагой, сглаживает морщинки и делает кожу сразу мягкой, эластичной. Соответственно, вы выглядите моложе и свежее. Приходит тональная основа в нетрадиционной для бренда Giordani белой картонной упаковке, но мы видим здесь также логотип Giordani, название коллекции и инфографику, с которой мы можем узнать, что основа обеспечит нам сияющую кожу, на 90% состоит из ухаживающих ингредиентов и сертифицирована веганским сообществом. Объем продукта 30 мл, страна-производитель Польша. Внутри находим шикарный флакон, весомый, из тяжелого стекла, очень представительный. В дизайне использованы грани, которые мы с вами видели на аромате Грейте, и они подчеркивают статусность данного продукта. Золотистый аппликатор с кнопкой, несколько нажатий набирает в пипетку тональную основу, и вы можете ее наносить на лицо. 43-243, нейтральный ванильный. Очень удобно смотреть оттенки с обратной стороны флакона. Набираем в пипетку и капаем, чтобы сразу же посмотреть текстуру. Вы видите, насколько жидкая основа. Этот оттенок светлый и, на мой взгляд, из всей линейки самый нейтральный. Если вы девушка светлокожая и холодного либо нейтрального цветотипа, то вы обратите внимание именно на этот тон. Если сравнивать тон, нанесенный на руку, с оттенком флакона, то мы видим, что под стеклом нейтральный ванильный выглядит более приглушенно. В сравнении с каталогом сам оттенок идентичен, то есть вы можете ориентироваться на фотосводче каталога, но на руке выглядит более ярко, потому что сам тон еще пока не растушеван. Смотрите, я тушую пальцем, нет полос, то есть она очень ложится ровно, растягивается сразу же после нанесения, пока влажный такой финиш, но когда он фиксируется на руке, он становится более сияющим. Адаптируется очень хорошо. У меня еще есть небольшой загар на руке, и даже самый светлый тон довольно гармонично встраивается в оттенок кожи. Посмотрите, насколько ровно все лежит. Мне кажется, что покрытие не плотное, именно поэтому Oriflame говорит, что эту тональную основу можно наслаивать. Ну, давайте попробуем. Вот если мы будем класть эту тональную основу более толстым слоем, выходит на первый план то, что эта основа светлая. Стало покрытие чуть поплотнее. Специально на самом первом оттенке вот рассматриваем с вами нанесение, рассматриваем плотность покрытия, и уже здесь цвет больше проявился. Следующий оттенок 43-244. Это теплый фарфоровый. Выглядит тоже светлым, но немного теплее, чем первый оттенок. Вверху
Это нейтральный ванильный, он имеет сероватый, корректирующий подтон, чистый, прям нейтральный оттенок. И внизу вы видите теплый фарфоровый. Скорее всего, он тоже относится к оттенкам светлым, но уже начиная от него и все последующие, это теплая будет гамма. В сравнении с баночкой выглядит более цвет ярким, более персиковым. В баночке посмотрите, какой красивый беж, а здесь прямо яркое солнышко. Сводч на руке более яркий, но смотрите, во втором оттенке нет того выбельного цвета, как в первом нейтральном ванильном. И вот теплый фарфоровый, самый светлый и при этом теплый оттенок. Тушуется он хорошо, ну, так же как и первый оттенок, тонкое покрытие, ложится действительно как вторая кожа, явный рыжий подтон. Даже на моей загорелой коже, хотя в принципе сливается с тоном кожи, но вот выделяется. Есть небольшая даже розовинка. И точно так же тонким слоем мы видим просто невесомое покрытие. И если мы сводч этот растянем посильнее, то уже покрытие будет более плотное, лежит оно также нежно, тонко, но при этом оттенок сразу же начинает проявляться, он становится менее адаптивным. То есть, если вы хотите сияние, чтобы остался ваш тон кожи, то тогда наносите прямо тонким покрытием. Если вы хотите, чтобы вот это сияние стало более ярко выраженным, чтобы ваш макияж приобрел такую холеность, то и, соответственно, покрытие надо делать более плотным, набирать тона больше. 43-245 светлый беж или натуральный светлый беж, как говорит нам английское название. Этот оттенок будет приближен к нейтральному цвету, то есть он может подойти и для холодного цвета типа, и для теплого. Давайте сразу мы сравним с предыдущим тоном. Оттенок выглядит теплее, вот этот действительно более нейтральный. Если давайте сразу же сравним со следующим оттенком, это у нас будет мягкий песочный, и вот вы видите сразу, насколько этот тон будет более коричневым, а светлый беж по сравнению с мягким песочным выглядит нейтральным. Именно вот этот светлый беж с градиентом на странице каталога. Да, можно сказать, что близок сводч на руке картинки каталога по оттенку, но оттенок этот еще надо поискать. Выглядит практически так же, как за стеклом в флаконе. Покрытие очень тонкое такое же, ну потому что у тональной основы тонкая текстура, но беж натуральный, он остается все-таки беж. Для холодного цвета типа аккуратно, потому что может вам рыжить. Вы можете вот ориентироваться даже вот на этот сводч, и вот я его растягиваю по руке, и вы видите, что все равно вот эта теплота, рыжина бежевого оттенка вам Oriflame называет, что это беж, не надо ждать от него каких-то других вариантов, это однозначно теплый тон. А вы видите, насколько сияющее получается покрытие. Однозначно здесь есть светоотражающие пигменты, которые будут подсвечивать кожу. Имейте в виду, что это не матовая тональная основа. Когда она фиксируется, вот это сияние все равно остается. 43-246 мягкий песочный, английское название точно такое же, и ожидать от песочного тона, что он будет каким-то нейтральным, было бы как минимум странно. И это однозначно будет коричневый рыжий оттенок. Единственное, это пока еще не темные теплые оттенки, а все равно мы где-то находимся в средних тонах. Вот такой яркий сводч на руке. В сравнении с стеклом флакона он гораздо ярче выглядит. Будем надеяться, что после растушевки мы получим действительно вот такой вот мягкий, очень нежный песок. Но сейчас пока это яркий
персик, даже в чем-то с розовинкой и с рыжиной. Итак, вот, смотрите, растягиваем. Если у вас светлая кожа, то я однозначно не рекомендую этот тон, даже если у вас теплая гамма цветовая, потому что вы получите по факту такой рыжий оттенок на лице. Это будет сильно выделяться. Но если вы смуглая девушка теплого цвета типа, то этот оттенок добавит вам молодости, потому что он яркий. То есть вы на свой теплый тон кожи наносите вот эту вот яркость, еще плюс добавляется у вас сияние, вы получаете такой сильно омолаживающий макияж. Да, этот оттенок находится в средней гамме цветовой, то есть он не сильно светлый, не сильно темный, но он очень яркий. И из-за своей яркости он, конечно, будет вашу кожу окрашивать. Поэтому все-таки старайтесь подбирать, чтобы ваш тон кожи был вот близок к этому. Я уже растушевала, с каталогом сразу не показала, но вот вы видите, что даже в каталоге по сравнению с соседними оттенками мягкий песочный он отдает немножечко вот в розовый, поэтому он будет супер яркий просто на лице, имейте это в виду. Самый популярный оттенок и тот, которым я пользуюсь во всех палитрах практически, 43247, это слоновая кость. Он позиционируется английским названием как нейтральный, но вот даже если рассматривать просто флакон, то видно, что он теплый. На мой взгляд, это слоновая кость, которая гораздо теплее, чем та же слоновая кость в других палитрах. Вот я вам показываю слоновую кость Giordani Gold. Посмотрите, насколько она отличается. У нее серый, есть корректирующий подтон, который я люблю. В слоновой кости всех буквально тональных средств. Вот, смотрите, еще одна слоновая кость. Это тональная основа флюид, тоже с пипеткой. И посмотрите, вот они, вам 3 слоновых кости. Посмотрите, как отличается та, которая в данной палитре. Насколько она теплее, темнее и коричневее. Не буду делать сейчас вам сводч на руке, потому что это все надо смотреть в тушевке, но вот во флаконах, в принципе, уже все вам должно быть понятно. Если вы пользуетесь слоновой костью, уходите по гамме выше. Подбирайте себе либо светлый беж, либо теплый фарфоровый. Давайте, кстати, сразу сравним. Вот, это традиционная, назовем ее так, слоновая кость. И в принципе светлый беж можно уже рассматривать, если вы себе подбираете что-то близкое. Но тем не менее она есть. Слоновая кость. Давайте ее рассматривать. И она даже позиционируется как нейтральная. Сводч на руке. И темноват, и коричневат, и рыжеват. Ярче смотрится сводч, чем в баночке. И однозначно могу сказать, что они, конечно, хитрецы. Здесь они сделали, обратите внимание, слоновую кость такую, как она должна быть. То есть светлая, как та, которую я вам показала в других линейках. Но по факту это совсем другой оттенок. Ну и давайте теперь ее растушуем. В принципе, ничего тут удивительного я не вижу. Это оттенок, который придаст бежево-коричневый, темный цвет лицу. Поэтому я бы его рекомендовала однозначно для девушек, которые загоревшие. И, может быть, вы даже используете, конечно, слоновую кость, но это не она, однозначно. Даже вот на загорелой руке, и то он выделяется, очень сильно выделяется у меня. А если это нанести на лицо, то это будет отдельное какое-то пространство. Давайте я вам капну, вот она более жидкая, кстати, видите, тональной основой флюид своей. Вот слоновая кость, к которой я привыкла, которую я выбираю во всех палитрах. Эта слоновая кость, это совсем другой оттенок. Здесь другая цветовая гамма, учитывайте это при выборе. Ну вот здесь вот очень явно видно. 43248, естественный беж. Натуральный беж, английское название. Оставшиеся 2 оттенка, они достаточно темные. Нам надо их сравнить, чтобы вы понимали, какой из темных оттенков вам выбрать. Ну, давайте сначала сравним с предыдущей слоновой костью. Она по сравнению с бежевым выглядит действительно
посветлее и даже чуть-чуть более выбеленный, но все равно я бы не назвала этот тон нейтральным. Естественный беж, посмотрите, насколько он темнее. Это уже прям какая-то корректирующая история. И сразу же давайте посмотрим последний оттенок, который мы будем с вами сейчас тестировать. Это теплый беж. И в сравнении естественный беж, он выглядит более рыжим. А самый последний оттенок коллекции, теплый беж, он выглядит более коричневым, и вот как раз он выглядит более натуральным, более нейтральным. Я бы поменяла бы название у этих двух оттенков. Я бы поставила этот естественный беж где-то рядом с мягким песочным, только песочный более светлый, а беж более темный. В флаконе он выглядит намного более приглушенным, элегантным, но сейчас в свотче это темно-рыжий оттенок. Ну, если посмотреть на фотографию каталога, в принципе, здесь они не обманывают, и они также показывают. Вот, кстати, обратите внимание, вот мягкий песочный через один и естественный беж. Они очень близки друг к другу, только один светлее, другой темнее. Давайте тушевать, давайте смотреть. Я думаю, из-за того, что этот оттенок темноват, мы сейчас его увидим во всей своей красе уже в тушевке. Более темные оттенки, они более плотные. Может быть, потому что из-за своего цвета они ложатся более ярко выраженно. Но вот первые оттенки, которые я тушевала, это ванильный, фарфоровый, даже светлый беж. Они были вообще незаметны. Они были очень адаптивны на коже. Здесь вот мы видим просто яркую рыжую полоску. Однозначно для темнокожих девушек теплого цвета типа. И, кстати, если вы выбираете какое-то корректирующее средство для выделения каких-то моментов на лице, то тоже можете обратить внимание. Единственное, опять же, если вы предпочитаете рыжие оттенки в макияже. И 43249 теплый беж, это последний оттенок в палитре. Он светлее и нежнее предыдущего тона. То есть, если вы темнокожая девушка и вы хотите яркий макияж, чтобы он давал вам омолаживающий эффект, то вы выбираете естественный беж. Если вы хотите более нейтральный, более приглушенный макияж, то вы выбираете теплый беж. И, кстати, с коррекцией то же самое. Если вы для коррекции выбираете, например, светлокожая девушка, темные оттенки, то более яркие, более рыжие, это все туда в естественный беж, более приглушенные, это вот этот теплый беж. Он не выглядит на руке сильно ярче, чем под стеклом флакона. Фотосводч каталога, он тоже, в принципе, вот эти два последних оттенка, они переданы достаточно достоверно именно относительно друг друга. Видите, что он более коричневый, более приглушенный и более нейтральный. Но насколько сводч на руке похож на картинку каталога, это уже решать вам. Мне кажется, что не сильно это рядом, но по направлению, в принципе, вот эти фотосводчи, они где-то дают информацию примерно правдивую. Давайте теперь растушуем. Также это темный тон. И также у меня ощущение, что он очень рыжий. Посмотрите, он очень теплый, очень-очень яркий для однозначно темнокожей девушки. И покрытие все-таки сильно плотнее, чем у первых оттенков. Хочу нанести предыдущий тон. Мне очень интересно сравнить две этих рыжих полоски, чем они будут отличаться. Но вот настолько похожи эти две тональных основы. В предыдущем естественном беже чуть больше персика и чуть больше какой-то желтизны. А вот на руке в сводче эти две полосы, они практически не отличаются. И теперь давайте оценим все оттенки относительно друг друга. 43243 это нейтральный ванильный. Обратите внимание, это самый светлый и действительно самый нейтральный тон в палитрах.
именно этот оттенок называют обычно фарфоровым, потому что он действительно выглядит как фарфор. Но в Oriflame решили в этот раз сделать теплый фарфоровый, и это второй оттенок 43244. И посмотрите, насколько он теплее нейтрального ванильного. Следующий 43245 это теплый беж. По гамме они все идут дальше теплые, но из всех оттенков теплых он самый нейтральный, он и называется по-английски Light Beige Neutral. Следующий 43246 мягкий песочный, и на мой взгляд это самый яркий оттенок коллекции. Он будет очень выразителен на лице. Вот начиная с него и дальше я бы рекомендовала только темнокожим девушкам. Дальше 43247 это слоновая кость, которая, как мы выяснили, совсем не слоновая кость в привычном ее понимании. Поэтому, если вы привыкли к слоновой кости, то смотрите вот сюда. Светлый беж, смотрите даже в теплый фарфоровый, но все-таки, наверное, в светлый беж. Вот этот тон ближе всего. И два последних оттенка 43248 это естественный беж, и он гораздо ярче и, на мой взгляд, темнее, чем самый последний 43249 теплый беж. Он выглядит более естественным, более элегантным, но это однозначно оттенки для темнокожей девушки. Все 7 оттенков сияющей тональной основы Giordani Gold. Надеюсь, что мой обзор помог вам определиться с выбором, какой из цветов подходит вам лучше всего. У нас сегодня облачная погода, поэтому свет немного может гулять в течение видео. Ну, наверное, тем лучше. Вы можете увидеть, как выглядит тональная основа на лице чуть потемнее, когда свет чуть посветлее. Вот мне хотелось снять при максимально естественном свете вам сегодня тестирование для большей достоверности. Итак, тональная основа с пипеткой. Очень люблю такое нанесение. Она жидкая, но не настолько жидкая по текстуре, как предыдущая тональная основа Fluid. Это просто течет, это немного задерживается на коже. Выбрала я себе сегодня оттенок 43245. Это светлый беж или Light Beige Natural. И если мы говорим о Natural именно оттенке, то вот моя слоновая кость. И вот этот светлый беж, он ближе всего к тому тону, которым я пользуюсь. Итак, я беру небольшое количество, набираю в пипетку и наношу тональную основу на руку. В принципе, она текучая такая, ее можно носить сразу на лицо, но я хочу именно провести полосу, чтобы мы сейчас с вами смогли оценить и оттенок, и в принципе саму тональную основу. У меня сегодня лицо прямо вот для тестирования идеальное, потому что мы с вами увидим, я точно увижу, надеюсь, что вы тоже рассмотрите. Вот тут краснота, здесь есть какие-то небольшие сосуды, какие-то неровности. Все это сейчас мы будем смотреть, как перекрывается тональная основа. Единственное, у меня нет никаких сейчас шелушений, чтобы я могла оценить, насколько подчеркиваются они. Смотрите, вот я нанесла на руку, и вот прямо перешла тональная основа на кисть, на руке вообще ничего не осталось. Я все-таки рекомендую вам наносить сразу на лицо, потому что очень тонкое покрытие, буквально невесомое. И вот смотрите, я провожу вот полосу. В принципе, оттенок мне нравится, что он не рыжит, он довольно такой спокойный. Я вижу, что она ложится прямо на кожу. Она очень хорошо тянется, тональная основа, и, конечно же, мне хочется ее растушевать, но также мне хочется, чтобы вы вот увидели, насколько она тонкая, насколько она невесомая. Из моего уже опыта ее можно наслаивать, как говорит нам Oriflame, но я бы вам рекомендовала сначала наносить тонким слоем, и если у вас, как у меня, например, жирный тип кожи, не злоупотреблять большим количеством и не наслаивать, не делать толстый слой, потому что вот эта вот вся сияющая история, она начинает
радоваться тому, что вы очень много нанесли тональной основы, и вы начинаете, ну не знаю, как вы, я точно начинаю блестеть с этим продуктом уже через час-два, и она просто начинает это все сияние отдавать наружу, и я понимаю, что требуется тонны просто мне пудры, чтобы сделать это сияние деликатным. Оно становится вот совсем не деликатным на мне, но это, подчеркну еще раз, при моем жирном типе кожи. Если у вас сухая кожа, возможно, у вас будет вообще все ок, вы нанесете, вам будет супер комфортно благодаря гиалуроновой кислоте, и вы будете ходить целый день и радоваться, сиять такой нежной, ухоженной, здоровой кожей. Но вот этой капельки мне мало, которую я вот сейчас капнула на руку. Давайте я сразу капну на лицо, чтобы вы посмотрели степень текучести. Вот она, смотрите, и потекла у меня. Ну, большая капелька довольно-таки. Я наношу на половину лица, чтобы мы с вами могли оценить и сравнить. Адаптируется тон к моему оттенку кожи, даже несмотря на то, что я немножечко еще в остатках загоревшая, но вот это даже светлый беж ложится у меня нормально, я бы сказала, прям прекрасно. И отмечаю, несмотря на то, что я очень-очень тонкий слой сейчас наношу, перекрывается все. Вот все то, о чем я вам сказала в начале перед нанесением. Вот здесь была краснота, вот здесь вокруг носа сосудики было видно. Какие-то были небольшие пятнышки, неровности именно цвета кожи. Этого сейчас я не вижу ничего. И мне это очень нравится. Максимально комфортное ощущение. SPF 25, то есть кожа будет защищена от фотостарения. И при этом, при тонком, даже тонком, просто как вуаль нанесении, я вижу, что неровности тона перекрыты. Не заявлены здесь светоотражающие какие-то частички, но вот 100% что-то такое здесь есть, потому что сияние, деликатное сияние, которое лучше оставить на уровне тонкого нанесения, не наслаивать. Если вы, как и я, пользуетесь слоновой костью, обратите внимание именно на этот тон, потому что он ближе всего, и он прям очень естественно адаптируется и хорошо лежит, и не яркий, не лежит тональная основа маской, что мне очень нравится. И если сравнивать, все-таки вот это тоже тональная основа с пипеткой, все равно аналогии какие-то проходят. Здесь бархатное покрытие, оно более матовое, и эта тональная основа, она больше подчеркивает шелушение. На нее очень много было вопросов таких, нареканий, что если есть какие-то раздражения, шелушения, то она вот их все обыграет на лице. Я пользуюсь, у меня, как я уже сказала, таких вопросов нет, поэтому она для меня вот просто идеальная. А вот эта тональная основа, здесь больше ухаживающих ингредиентов, и благодаря этому она более комфортна. И если у вас есть какие-то нюансы на лице, именно благодаря вот этому ухаживающему составу она их будет сглаживать. Но имейте в виду, что здесь нет сияющего финиша, здесь он есть. Если вы переборщите с этой тональной основой, есть такой вариант, что вы засияете очень сильно. Но если вы любите такой эффект, то да. Но я знаю, что многие девушки, они как бы очень внимательно относятся к этому и взвешивают, насколько деликатное сияние. Вот с одной стороны у меня эта тональная основа сейчас нанесена, а с другой стороны у меня ее нет. И здесь нет с этой стороны ни красноты, здесь нет никаких неровностей. И кожа не выглядит, как будто я наносила на нее тон. Если я еще это сейчас все припудрю, то будет ощущение, как будто тональной основы у меня в принципе и нет. Главное точно подобрать оттенок. Здесь сводчи мои вам в помощь. Ну что, давайте нанесу я на вторую сторону, чтобы полностью уже оценить результат. Тональная основа нанесена полностью на лицо. Отмечу еще одно свойство неровности на коже. Если есть какие-то морщинки, расширенные поры, эта тональная основа выравнивает, я думаю, в первую очередь за счет вот этого светоотражающего эффекта. То есть кожа выглядит холеная, здоровая. И вот я еще принесла пудру для того, чтобы мы с вами могли посмотреть, насколько это сияние останется
меняется после того, как мы воспользуемся пудрой. Пудра у меня Giordani, и мне вот самой интересно, как обыграется эта тональная основа. Ну вот, как я вам уже и сказала, такое ощущение, как будто бы я нанесла пудру сразу на кожу. Как будто там тона не было, но сама кожа очень ровная по тону. Конечно, сюда еще надо нанести румяна, контур, будет все красиво, будет уже полноценный макияж. Но в принципе тонкий слой сияющей тональной основы и немного пудры, и вы будете выглядеть превосходно. Это такие мои впечатления. Вот, с одной стороны у меня тональная основа с пудрой, с другой стороны без. Если хотите больше сияния, пожалуйста, можете оставлять так, как есть. Это в тренде сейчас и очень популярно, многие это любят. Надеюсь, вам был интересен и полезен мой обзор. Ставьте лайк, если это так. Делитесь впечатлениями от новой тональной основы в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео на нашем канале самым первым. Пока-пока.